Всем привет! Сегодня у нас на обзоре новая пятизвездочная обладательница пистолетов и гласио элемента, которая может наносить колоссальный урон с помощью резонансных навыков, оставаясь на безопасном расстоянии. Ее смело можно назвать гиперкэрри по стилю игры, наподобие Камелии или Дзияня, но с упором на дальнобойные атаки. Главная фишка Карлоты в том, что она первая пятизвездочная гласио ДПС персонаж и к тому же первый пятизвездочный боец с пистолетами. Такой дуэт элементов и оружия мы еще не встречали. Но самое интересное ее способность высвобождения резонанса, которую можно использовать не один раз, а целых 6 подряд. Если правильно подготовиться, Карлота способна выдать колоссальную серию урона. Отдельный плюс в том, что она бьет с расстояния. Многие топовые дамагеры сосредоточены на ближнем бою, но Карлота демонстрирует, что и дальнобойные атаки могут быть крайне мощными. Особенно, когда союзники поддерживают ее бафами, а затем дают ей зеленый свет на полную ротацию атак. Игра за Карлоту строится на гармоничном управлении ресурсами и точном планировании. У нее несколько способностей с длительными перезарядками и особый ресурс – субстанция, который заполняет ее форты. Главная задача – накопить достаточно субстанции, провести усиленную тяжелую атаку, которая прокачает ее резонансные умения, а после выпустить подряд все 6 зарядов резонансного высвобождения, то есть ульты. Во время оставшегося времени на поле вам придется балансировать способности Карлоты и взаимодействовать с командой, чтобы вновь создать идеальные условия для сокрушительного залпа. Ну что, мы уже разобрались со стилем боя Карлоты, и теперь самое время обсудить оружие, которое подойдет ей лучше всего. Существует несколько крутых вариантов, каждый со своими нюансами и требованиями. Давайте разберемся, что именно подойдет вашему стилю игры и составу команды. Последний танец. Если вы ищете идеальную пару для Карлоты, то последний танец то, что нужно. Это ее фирменное оружие, созданное специально для бойцов, которые наносят максимальный урон за счет резонансных навыков. Оно обладает высоким базовым уроном, внушительным бонусом к крит урону и постоянным приростом к атаке. Иными словами, это лучший выбор для Карлоты, учитывая, что большая часть ее урона это урон от скиллов резонанса. Если вам нужна максимальная эффективность и у вас есть доступ к ее сигнатурному оружию, берите его без сомнений. Следующий вариант это статичный туман, который дает хороший крит рейт как основную характеристику, приличный базовый урон и бонус к восстановлению энергии. Это значит, что можно не так жестко фокусироваться на восстановлении энергии в сабстатах. К тому же, при переключении на следующего персонажа, это оружие дает ему прибавку к атаке, полезно в поддерживающих и гибридных сетапах. Хотя Карлота не раскроет всю силу его командной способности, статы все равно делают это оружие стоящим выбором. Следующий вариант это оружие из Battle Pass. Если хотите немного усложнить себе задачу, обратите внимание на Thunderbolt. Оно может дать огромный потенциал урона, но требует от вас постоянного поддерживания стаков через базовые атаки. Зато вы получаете шикарное усиление резонансных скиллов, если не забывайте постоянно бить врагов обычными ударами. Следующее оружие Romance in Farewell. Тем, кто полагается на дебафы, понравится это оружие. Оно дает накапливающий бонус каждый раз, когда вы атакуете врага с любым отрицательным статусом. Важно, что Карлота сама может вешать дебафы, так что активировать этот эффект оружия будет несложно. Ну и плюс это оружие еще и крафтовое. Следующий вариант это Бессмертное Пламя, Undying Flame. Это стабильный вариант для тех, кто хочет увеличить урон от резонансных навыков без сложных условий. Используйте свой интро скилл и получите бонус к скиллу резонанс на 15 секунд. Как раз на длительность основного бурста урона Карлоты. Следующий вариант это Nova Burst. Это более нишевый вариант. Нова Бурст дает хороший прирост к атаке, но требует, чтобы вы уверенно уклонялись 3 раза в начале боя, а потом регулярно повторяли этот трюк. Если вы привыкли к такой акробатике в бою, это может окупиться сполна. И последний вариант, это пистолет номер 26. Универсальный вариант, который дает хороший бонус, но требует продолжительного времени раскачки. А также сохраняет эффективность, только пока вас не бьют. Стоит один раз пропустить удар, и бонус сильно проседает. Выбирайте его только если уверены, что сможете идеально уклоняться или принимать удары щитами.
После обсуждения лучшего оружия для Карлоты, настало время взглянуть на эхо-наборы и статы, которые помогут ей раскрыться по максимуму. Давайте разберем самые привлекательные варианты, их особенности и то, как правильно подобрать статы, чтобы наносить колоссальный урон. Морозная решимость, или же Фрости Resolve, отлично подходит персонажам, которые делают ставку на урон от резонансных навыков, особенно для глацо бойцов вроде Карлоты. Набор дает постоянный бонус к резонанс скиллу и кратковременный, но значительный бонус к глацио и резонанс скиллу. Если вы способны часто или многократно применять высвобождение резонанса, то будете извлекать максимум пользы из этих бафов. Оптимальным главным эхо будет Страж Конструкт. Это вот этот вот новый босс, по сути. Это будет идеальный вариант. Это новый босс, который фармится в новой локации здесь. Предоставляет пассивно 12% глацио и резонанс скиллу урон, который работает постоянно. Трансформация у эха мощная, легко прерывается любым движением, доступна в воздухе и перезаряжается быстрее других благодаря тому, что при активации резонанс высвобождения перезарядка частично сбрасывается. У Карлоты мультииспользование высвобождения резонанса, которое дает огромный плюс к зарядке и идеально сочетается с ее упором на резонанс скиллы. Следующий вариант это затяжные мелодии или же Lingering Tunes. Дает 10% атаки сразу и еще по 5 каждые 1,5 секунды в бою. До 20% через 6 секунд. Итого, при полном накоплении получаете плюс 30 к атаке. Хотя по эффективности оно может уступать некоторым специализированным элементальным наборам, оно универсально и подойдет любому дамагеру, вне зависимости от элемента. И в этом случае для Карлоты выбираем вот этого вот робота, меха-абоминацию, старый босс, то есть его легко зафармить, если вы еще не открыли новую локацию. Дает очень простое в использовании эхо, применяйте его сразу после интро, чтобы получить прирост к атаке и неплохому взрывному урону. Мгновенный каст убирает необходимость продумывать тайминг, нажали и погнали в бой. И последний вариант, который можно использовать, если вы еще не успели насобирать новый сет, или просто пока что не хотите, скажем так, запариваться с фармом нового сета. Это у нас Морозный Мороз, тривиальное такое название, непонятное, ну или Freezing Frost. Дает базовый 10 глацио урона и может увеличить этот показатель еще на 30%. Если нанести 3 базовые или тяжелые атаки, таким образом можно получить до 40% дополнительного урона по элементу глацио. Простой и эффективный выбор для любителей чистого элементального урона. И в данном случае главным эхо выбираем вот это вот эхо. Сейчас. Где он тут? Извиняюсь, сейчас 5. А, вот. В этом случае четверочку вам придется вот этого фармить. Лимпулюмен Мириад, вот этот вот босс. Фармить. Это тоже один из старых боссов. Один из старых боссов, потому его в теории несложно зафармить. Проблема, конечно, как всегда, выфармить нужный вам бонус статов, потому что это самая главная, по сути, проблема во время фарма, фактически. Вот он, этот покемон. Плюс его в том, что он при активации этого босса, он замораживает врагов на месте. И это вот его бонус. Плюс увеличивает криоурон, то есть глациоурон, и увеличивает урон на высвобождение резонанса на 4% и стакается 3 раза. То есть можно получить 12 резонанса бонуса и 12 глацио бонуса сверху еще. Теперь разберем, какие статы вам нужно искать в эхах. Четверку ищем крит шанс, крит урон.
Тут в зависимости от того, чего вам больше не хватает. Если у вас оружие на крит шанс, то четверку можно взять, например, на крит урон. Обе тройки ищем на ледяной урон, глацио урон. Но если у вас четырехзвездочное оружие, то одну из троек можно заменить на силу атаки, потому что у вас будет сильная нехватка силы атаки. И по сути без силы атаки у вас урона не будет. Даже если у вас крит шанс, крит урон хороший и криво урона много, глациевого урона. То есть сила атаки в любом случае нужна. И единички тут, естественно, на атаку. Другого варианта здесь и нету. Особо и не потеряйтесь, как говорится. И в конечном итоге доп. Статы нам нужно будет искать восстановление энергии примерно так, чтобы хватало быстро заряжать ульту. То есть перебирать слишком много не нужно. Дальше ищем крит шанс и крит урон, прям вот в первую очередь, скажем так. И по возможности силу атаки. И если прям вот вообще повезло, то резонанс скилл урон. Ну и обычная атака лишней не будет. В конечном итоге, когда вы вот уже полностью вкачали до 90 уровня, уже вот одеваетесь, пытаетесь лучшие статы собрать, вам нужно будет вот глацио урон примерно 42-72%. С учетом, что у вас, например, есть новый босс, Страж Конструкт, который еще тоже добавляет бонус к глацио урону. Крит шанс, крит урон, начиная с 60 и выше. Чем больше, тем лучше. Крит урон нужно 200 желательно и выше. И восстановление энергии 120-130 где-то будет достаточно. Мы уже разобрали лучшее оружие и эхо наборы для Карлоты, а теперь давайте поговорим о том, с кем она лучше всего сочетается в команде. Карлота настоящий мастер ледяного резонанса урона, и лучше всего она раскрывается, когда ее поддерживают персонажи, способные усилить ее урон, заботясь о ее здоровье и подстраиваясь под ее относительные долгие кулдауны. Ниже рассмотрим лучшие союзников для нее и несколько советов по формированию мощной команды. Во-первых, первым лучшим членом команды для нее будет Жежи, она вот в баннере. Или кто ее раньше вдруг смог получить. Начнем с Жежи, которая отлично усиливает Карлоту. Ее Алтра дает 20% глацио урону и 25% к урону резонанс скилла. Учитывая, что Карлота почти на 100% наносит именно глацио резонанс урон, она может получить почти все 45% бонуса. Впечатляющий буст, правда? Плюс кулдаун Жежи примерно совпадает по длительности с кулдаунами Карлоты. Поэтому планировать ротации очень просто. Не стоит забывать о том, что сама Жежи может наносить урон, так что вы не жертвуете дамагом ради одной лишь поддержки. Дальше у нас это Верина. Если вам нужен универсальный персонаж поддержки и лечения, обратите внимание на Верину. У нее есть несколько важных плюсов. Офенсивные и дефенсивные бафы, то есть защитные и атакующие. Используя 5-предметный набор хил сета и в четверочку ставим черепаху, Верина дает команде отличное сочетание лечения, щитов и дополнительных усилений. Быстрая ротация. Ее ульта и концерта быстро в применении, что позволяет быстро вернуться к Карлоте и дать ей основное время на поле боя. Лучшая алтра в игре. Верина дает 15% к общему урону всем союзникам на 30 секунд. У большинства других персонажей баф ограничен либо типом урона, либо только следующим вышедшим на поле персонажа. У Верины все без ограничений. Дополнительные плюхи. Еще плюс 20 к атаке всей команды. И возможность воскрешать павших в бою персонажей с откатом в 10 минут. Очень удобно в сложных боях. Она универсальна, не требует много времени на поле и отлично вписывается в команду Карлоты. И последний вариант, это у нас, естественно, Хранительница. Без нее почти никуда, фактически.
Другой вариант гибкой поддержки — это Хранительница Берегов. Она предоставляет команде универсальные бафы. Ее аутро действует некоторое время даже после выхода с поля. И ей не нужно много играть на поле боя после первичной ротации. Благодаря этому она легко вписывается почти в любую команду, в том числе и к Кароте. Ее задача — выдать полезные бафы и уйти на скамейку, пока основной дамагер Карота делает свою работу. Тут, естественно, главный и основной бонус от Хранительницы Берегов заключается в том, что она бафает крит шанс и крит урон. Это вот самое главное. Ну, естественно, и сила атаки она тоже, урон тоже повышает, но самое главное — это крит шанс и крит урон в данном случае. Первый вариант у нас команд будет таким. Это у нас Карота, естественно, в первом слоте. Во второй слот берем Жежи. У меня ее нету, но вы учтите, вот визуально представьте, что во втором слоте у меня здесь Жежи стоит. И в третий слот берем или Хранительницу Берегов, или Верину. Тут уже кто у вас есть. Карота выступает главным дамагером. Жежи дает мощные бафы на ледяной и резонансный урон. А Хранительница или Верина обеспечивают дополнительную поддержку, бафы или лечение. И второй вариант, скажем так, более фри-то-плейный, это Карота. Сюда ставим Талцы. Почему Талцы? Потому что ее скилл увеличивает резонансный урон на 38%. Вот. Берем ее. И в третий слот в данном случае у нас будет Байджи. Вот. Карота снова главный источник урона, а Люмин или Талцы вносят элементальный или функциональный вклад, в зависимости от вашего выбора. В то время как Байджи может помочь с лечением и поддержкой. Если у вас есть, если у вас есть Люми, то вы можете ее тоже сюда поставить за место Талцы. У меня ее нету, но потому я вот Талцы выбрал в данном случае. И теперь сейчас перейдем к геймплею за нее, как ей играть. Теперь перейдем к ее боевке. Чтобы более-менее понять умение Кароты, нужно разобраться с ее ресурсами. У нее, по сути, два ресурса. Это ее форты, как и у всех остальных. И плюс у нее еще есть... сейчас я покажу. Видите, вот эта вот звезда, это, по сути, другой ресурс, кристаллы. Их может быть всего 6, и каждый такой кристаллик, по сути, увеличивает урон легкой атаки и заряженной атаки. То есть, больше можно урона наносить с помощью этих атак. Заработать их можно при использовании резонанс скилла. Сразу три таких дает сразу кристалла. И при использовании заряженной атаки. При использовании заряженной атаки, когда у вас форта не загружена. То есть еще три таких кристалла дает. При увороте дает кристаллы. И вроде бы все. Это все вот атаки, которые позволяют накопить. Тратятся они легкими атаками. Вот. И просто позволяют больше урона с этих атак наносить. Ну и второй ресурс — это ее форта, естественно. Когда она загружается, можно будет активировать. Сейчас вот покажу. Вот. Когда оно у нее загружено, нажимаем легкую атаку, зажимаем ее, чтобы выполнить тяжелую. И этот момент, вот это движение, позволяет быстрее перезаряжаться скиллам. Вот смотрите, например, сейчас элементальный навык я использую, и после этого мы используем заряженную атаку. Видите, элементальный, извиняюсь, резонанс скилл быстрее перезарядился. Вот. Ну и плюс сама атака наносит много урона, естественно. И дает баф к резонанс урону. Видите? Вот. То есть после этого самый смысл использовать ульту, чтобы нанести больше урона. Сейчас я найду врагов и уже покажу весь геймплей за нее. По крайней мере, как я это понимаю, как ей удобнее играть. Вариантов будет еще немножко, скажем так, два. То есть до ульты, пока у вас ульта не готова, надо, чтобы ее зарядить.
Во-первых, начинаем бой вот с баферов. Какие у вас они там есть в команде. После этого переключаемся на Карлоту. Если ульта не готова, используем заряженную атаку, используем элементальный навык, то есть резонанс навык. Загружаем ее форты, если она у вас еще не загружена. Используем форты. И после этого используем ульту. И теперь жмем легкую атаку, пока не растратим все патроны этой ульты нашей. И шестой выстрел из ульты будет активировать еще особое движение. И все. То есть, по сути, тут изначально может быть казаться, что очень сложно, но ничего сложного в конечном итоге нету в ее геймплее. Сейчас я вот еще раз покажу. Если найду дуриков здесь. Сейчас. Ну, вон внизу есть враги. Да и здесь вот есть. Опять же, используем саппорта, какой у вас в команде на данный момент есть. Переключаемся на Карлоту. Используем сразу ее резонанс скилл. Загружаем форты обычными атаками. Используем форты. И теперь ульту. И все, и 6 выстрелов обычной атакой. И шестой выстрел будет вторая ульта снова. Все. Еще есть момент, я забываю постоянно про него сказать. Если у вас одета новое эхо, это вот этот вот Страж Конструкт, вот этот. Прикол у него заключается в том, что он быстрее перезагружается, если вы используете высвобождение резонанса. То есть Карлота его 6 раз использует, то есть это эхо быстрее перезарядится. Смысл его использовать перед использованием ульты, чтобы после использования ульты Карлоты это эхо перезарядилось быстрее. Вот сейчас я еще раз постараюсь показать. Вот, переключаемся на Карлоту. Сразу используем ее высвобождение резонанса, чтобы заработать вот эти вот пули ее особенные. Заряжаем ульту. Ой, заряжаем высвобождение резонанса. И тут все померли. Ладно. Сейчас. Пропустим момент с саппортом и со всем остальным. Перейдем сразу к моменту, когда мы на Карлоту переключились. Вот. Начинаем бой с заряженной атаки. Высвобождение... резонанс скилл. Теперь тратим пули, которые мы насобирали, и заряжаем заодно форты. Заряжаем форты. Используем форты, зажатой кнопкой. Используем эхо. И теперь используем ульту. И как видите, шестой выстрел из ульты будет еще одна ульта, которая наносит урон. И если вы заметили, то ее эхо уже перезарядилось. То есть, видите, можно эхо еще и в конце еще раз использовать, фактически. И сейчас, я не знаю, есть тут какие-то враги посильнее, чтобы, скажем так, для закрепления информации. Ну, например, можно пойти, наверное, на вот эту Лорей. На боссе. Еще раз показать. Кстати, кто не знает вдруг, кто сюда к ней первый раз придет, чтобы ее активировать, нужно на вот этот стул сесть. Вот. Я сначала тоже не сразу понял, как активировать этого босса. Вот. И после этого она здесь появится. Заходим сюда. Используем, как всегда, саппортов. В первую очередь.
Кстати, сразу скажу, это вот эта вот Лорей, она немножко бесючая. Если ее запихнут в башню, это будет прям вообще вынос мозга. Переключаемся на Карлоту. Используем резонанс скилл. Заряжаем если ульта не готова, используем снова ее резонансный скилл. Используем заряженную атаку, тратим все ее пули. Заряжаем опять форты. Используем форты. Используем эко. И теперь ультуем. И теперь можно еще раз эхо использовать. Или переключаемся на саппортов, или используем снова ее резонансный скилл. Заряжаем форты заново. Используем форты. Если ульта не готова, опять используем резонансный скилл. Можно переключиться на саппортов снова. Но она, короче, очень бесит, эта Лорей. По крайней мере, не знаю. По крайней мере, это как не курица, которая тебя в захват берет. Тут уже поприятней. Опять же, используем резонанс скилл. Заряжаем форты. Используем форты. Используем ульту. Ультуем. И используем последний выстрел из ульты. И все. На этом все. Если вдруг есть вопросы, пишите в комментариях. Может быть, я что-то упустил, пропустил. Пишите это в комментариях. Ставьте лайк этому видео. Кто новый на канале или еще не подписан, подписывайтесь. И посмотрите другие видео на моем канале. У меня есть прохождение с переводом сюжета в Wuthering Waves в плейлисте. Зайдите в раздел с плейлистами. И есть лорные видео. Я вот начал потихоньку их делать. Тоже можете посмотреть, если вам интересно. Еще раз большое спасибо. Всем до встречи в других видео на моем канале.